Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшение вот из таких бусин. Когда покупала эти бусины, было написано, что это каменные, но какой точно камень не было написано. Чувствуется, что это натуральный камень, но посмотрите, какой необычный цвет. Ну, если кто-то знает, как называется этот камень, напишите. Вот я поближе покажу вам. И такой голубо-грязный, наверное, серо-голубой, вот такой цвет. И к этим бусинкам хорошо подошли по цвету вот эти подвески. Тоже я показывала их. Я когда приложила, и мне очень понравилось это сочетание, как они подходят друг к другу. Я буду 5 подвесок ставить в украшение. И так как здесь, видите, да, основа идет медного цвета, а уже покрыта патиной такой голубой. И поэтому я буду использовать медную фурнитуру. Вот такие подвесочки. Они маленькие, аккуратненькие. И что мне нравится, здесь уже есть вот такой как бейлик. Здесь не нужно крепить уже ничего. Никаких дополнительных бейлов. Вот так вот просто надеваем. И все. Ну и я хотела сделать украшение на медной проволоке. На мемори проволоке. Но, я сказала на медной, но у нас нет медного цвета проволоки. Есть у меня вот такая на браслеты разного цвета. Ну а вот для украшений мемори такого цвета я ищу, продолжаю искать. Я сейчас покажу. Я нашла на Алиэкспресс вот такие ободки. Вот видно вам ободок медного цвета. Они тоненькие, я не знаю, для чего это. Ну, наверное, чтобы сделать какие-нибудь украшения здесь на ободок. Очень плотная такая проволока. Не похожа на мемори. Она толще, эта проволока. Толще намного, посмотрите. Вот. Я не знаю, какая толщина здесь. Я, по-моему, не читала описание. Но когда я увидела, что медный цвет, думаю, надо выписать, посмотреть, что это такое, подойдет ли для украшений, попробовать. Так как недорого стоило их ободков, 10 штук в комплекте, ну и не так дорого. И думаю, я посмотрю, как это выглядит и можно ли сделать украшение. Вот что меня интересовало больше всего. И я украшение уже сделала. Вот можно выпрямить руками. Как видите, я вот ободок взяла и вот так вот руками гнула, выпрямляла немножко. И вот так у меня получилось. Здесь сейчас я померю и скажу. 37 сантиметров получается. Но это нам мало для шеи. Бывает и надо подлиннее что-то. И я делаю украшение. Сейчас я вам покажу, какое. И я это украшение показывала уже в ролике. Вот сделано оно на этой проволоке. Вот такие петельки я загибала. У меня получилось загнуть. И как видите, они остаются медного цвета. Очень красиво смотрится. Вот такие кубики я решила собрать на этом ободке. И дополнила вот такую длинную удлиняющую цепочку. И очень хорошо легло. Поэтому я думаю, что неплохой вариант. Можно делать и дополнять цепочкой. Или даже бусинки делать на цепочке, дополнительно просто крепить. И вот такой вариант мне понравился. Она плотная, эта проволока, плотнее, чем мемори. И если, например, что-то тяжелое, бусины бывают тяжелые, каменные, оно так провисать не будет, как вот на мемори проволоке. Вот так у нас провисает, да? А здесь оно лежит ровненько. Это я не выпрямляла. Как вы видите, здесь я выпрямила вот этот ободочек. Здесь у меня как лежал он по кругу вот такой вот. Так и, по-моему, немножко я выпрямила вот здесь вот края, вот здесь, чтобы немного закруглить. Да. И очень даже отлично получилось вот такое украшение на такой проволоке. И сейчас я хочу вам показать, как я буду делать это украшение на проволоке. Здесь толщина вот, ну, наверное, миллиметр. Ну вот, смотрите, миллиметр.
Ну и проходят практически все бусинки на эту проволоку. Так как отверстия бывают в основном стандартные, это у нас где? У нас, по-моему, в жемчуге очень маленькое отверстие, да? Вот смотрите, отлично проходят бусинки вот эти. Я даже ж не мерила их. Вот сейчас при вас раскрыла. И, ну и я хочу сделать все 5 подвесочек с этими бусинками. И потом я посмотрю, вот до конца сделаю, сколько мне хватит бусин. Если мне не хватит, здесь я могу сделать цепочку. Ну, а я думаю, останется у меня несколько бусин, так как я здесь еще буду добавлять подвесочки, еще бусинки какие-нибудь проставочные. И вся мемори проволока, вот это, буду называть мемори проволока, она заполнится бусинками. И у меня останется наверняка бусинки, и я их планирую поставить на пины, несколько бусин, и сюда прикрепить. Вот так вот я хочу сделать. И, конечно, покажу вам. Сейчас я наберу бусинки вместе с подвесками и покажу, как у меня получится. И вот так у меня получилось. Здесь я поставила в шапочке бусинки, так как близко бусинки, они мешаются подвесочкам. Ну, а так разделив, очень красиво смотрятся шапочки вот такие. Я когда-то их показывала, они не очень хорошего качества, не все прорезаны аккуратно. И поэтому я выбрала самые хорошие, и они хорошо здесь стали между подвесочками и не мешаются им. Жаль, что у подвесок рисунок не с двух сторон. Со второй стороны, вот с обратной. Я думаю, это изнаночная сторона. Посмотрите, как смотрится здорово с этими бусинками. И одну петельку я закрутила. Очень трудно закручивать, конечно. Это не мемори проволока, хотя мемори проволоку мы тоже с трудом закручиваем. Не как пины. А это еще труднее, так как она еще толще. Вот, я оставила вот такой отрезочек, сантиметр примерно. Немного отрезала. И теперь надо закрутить такую же петельку. Я не знаю, на камеру получится у меня или нет, потому что надо поближе к себе. И я закручиваю вот как я держу на себя. Вот беру вот руками сильно, крепко держим плоскогубцы и закручиваю. Сейчас я забыла поставить вот здесь вот такую вот самая маленькая проставочная бусина, ромашечка медного цвета. Я их проставляла между бусин. И надо здесь тоже ее поставить. Она, наверное, выпала у меня и куда-то улетела. Вот как здесь видно, да? И вот так вот получается. Теперь дальше я не могу уже закручивать. Я беру плоскогубцы и вот так вот сейчас закрою. Зажму кончик. Буду зажимать. Я зажала, и теперь я возьму еще плоскогубцы, немного отогну в сторону, чтобы как бы вот так они смотрели. В одинаковом положении хочется их поставить. И теперь они никогда не раскроются. Потому что это очень трудно закручивать. Но получается, как вы видели, и неплохо даже. Теперь я вот так закрутила бусинки на пин. И тоже поставила вот эти маленькие ромашечки. Немного закрыть отверстия. Хотя в этих бусинах все отверстия хорошие. Ровные, все бусины ровные, аккуратные. И вот так вот сразу с удлиняющей цепочкой я сделала. Вторую сторону тоже 3 бусинки. Также цепочка. И здесь карабинчик я так собрала. Теперь здесь просто отгибаю я уже пин и креплю уже вот сюда. Так, здесь надо больше отгибать, так как здесь толщина уже. Так, мне неудобно. Сейчас я переверну. И вот так загнула я. Так, сейчас я вторую сторону. Также берем, побольше отгибаю. Так, прошло все у меня. И закрываю. Все, прикрепила. И вот такое получается украшение. И посмотрите, как интересно, да? И не видно здесь. Можно вот так продлеваем бусинками до той длины, которая вам нужна. Так я показываю, а не видно ничего. Вот получилось как. У меня еще остались
Сколько? 8 бусин. Пока не буду ничего делать. Это если кто-то купит украшения, я могу сделать или браслетик, или серьги. На ваш вкус. Здесь хватит и на браслетик, может быть и на серьги. Вот так. 2 бусинки на сережки и 6 бусин можно на браслетик. А можно только браслет сделать. Тоже будет красиво. Вот так вот получается. Смотрите фотографии обязательно. И сейчас покажу еще одно украшение, которое я сделала тоже на этой же проволоке медной. Здесь тоже у меня фурнитура медная. И вот такая подвесочка. Взяла я бусинки апатита. Эти бусинки я тоже покупала, показывала вам. Но здесь была ниточка коротенькая. Пол-ниточки, по-моему, было, да. И чтобы удлинить как-то бусины, посмотрите, как я их вот расставила. Тоже ромашечками. И между ними поставила бусинки. Здесь немного впереди фурнитуры разной, проставочной. Вот это очень красивая бусина. Ну и вот эти красивые. Здесь я поставила вот так между кулоном, подвесочкой. Тоже медного цвета основа и как будто потирована. И вот такие 2 украшения получились у меня. Здесь я уже бусин-то нет у меня, так как их мало. И я поставила цепочку. И одна оставалась бусинка, я ее как на удлиняющую цепочку поставила. Мне нравится, когда висит бусинка сзади. Вот такое украшение получилось. Здесь можно уже или обрезать проволоку, можно покороче делать. И прочно все держится, прочно лежит. И вот такие украшения получаются на этой проволоке. Смотрите, как интересно, да? Мне понравилось. А вам? Пишите комментарии. Мне всегда интересно ваше мнение. Буду ждать. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, не забывайте, ставьте мне лайки, мне всегда приятно. Пишите комментарии. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч!